Добрый день, коллеги. Сегодня мы проводим вебинар по нашему новому продукту Деканат 1.0. Особенность данного проекта является то, что программа предназначена для ведения кадрового учета студентов, расчета стипендий и сумм оплаты за обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях. Продукт позволяет автоматизировать полный цикл работы с студентами, от абитуриента до выпускника, а также расчет с студентами по стипендиям и оплате обучения. В программе могут работать сотрудники деканата, учебного отдела и бухгалтерии. В ней ведется кадровый учет учащихся, а конкретно работа с абитуриентами, зачисление, перевод, отчисление, восстановление, окончание, регистрация академических отпусков, поощрение и взысканий. Формирование печатных форм, приказов и справок. Аттестация учащихся текущая, промежуточная и итоговая. Зачисление на платной основе – это заключение договоров, прием платежей. Формирование сведений в ПФР в формате анкеты застрахованного лица и в банк. Начисленные стипендии уходят. Формирование отчетов – это состав учащихся, численность, оборотно-сальдовая ведомость, своды по начислениям и удержаниям, расчетные листки и прочее. И обмен данными из бухгалтерии. Здесь имеется в виду конкретно БГУ. Здесь представлена краткая схема работы. Преимущества, которые можно выделить. Это персональный интерфейс для каждой категории пользователей, таких как сотрудники приемной комиссии, кадровика, расчетчика. Если сотрудник совмещает должность расчетчика и кадровика, можно настроить отдельно. Сотрудника приемной комиссии плюс кадровика, тоже такой функционал часто встречается в учебных заведениях, и для администратора. Разделы, в которые объединены все функциональные возможности программы есть. Также есть схемы-навигаторы, позволяющие ориентироваться и перейти к нужному функционалу. Есть быстрый запуск программы в эксплуатацию. Большинство начальных вспомогательных данных программа заполнит сама автоматически, а остальные данные позволит заполнить удобный помощник начала работы. Есть возможность настройки предупреждения о событиях, дни рождения, сроки оплаты обучения, суммы задолженностей. Варианты работы приемной комиссии. Регистрация заявок абитуриентов программа проводит, ввод данных об абитуриентах, их привилегиях и льготах, составление графика вступительных испытаний, регистрация результатов вступительных испытаний, отбор абитуриентов для зачисления с использованием помощника зачисления. Кадровый учет студентов. Автоматическое формирование всех видов приказов по студентам о зачислении, восстановлении, переводах, отчислении, направлении на практику, назначении надбавок, оказании материальной помощи и прочих. Есть возможность оперативно внести изменения в содержание и форму приказа. Кадровый учет студентов также подразумевает учет академических отпусков, допуск к учебному процессу по окончанию академического отпуска, учет поощрений, взысканий, снятие взысканий, учет проживания в общежитии, учет успеваемости студентов в разрезе дисциплин и видов занятий с применением разной системы оценок в баллах, либо зачет-не зачет. Формирование любых отчетов по составу студентов и статистических отчетов по факультетам, курсам, полу, возрасту, гражданству, специальностям, основному обучению. То есть отборки очень разные, практически можно применить любые. Формирование справок для обучающихся и обучившихся. Защита персональных данных каждого студента. Это тоже требование у нас достаточно современное, мы его учитываем. Расчет с студентами. Ведется начисление стипендий по видам в программе, начисление надбавок и удержаний, начисление материальной помощи, расчеты со студентами, обучающимися на платной основе, расчет пений за просроченный платеж, формирование расчетных листков, сводов лицевых счетов студентов. Расчет со студентами по произвольным услугам, такие как проживание в общежитии, аренда оборудования и прочее. Есть возможность автоматического формирования договоров со студентами, как двусторонних, так и трехсторонних при необходимости. Выплата стипендий, формирование платежных ведомостей через кассу или банк с возможностью выгрузки сумм выплат в банк. Лицензионная политика. Конфигурацию можно использовать, если на вашем компьютере установлена лицензионная программа 1С предприятие 8. В одной базе данных можно вести учет по нескольким учреждениям, то есть наш Козырь многофирменный учет в программе работает. Дополнительные лицензии на программу не потребуются. Коминдеканат будет работать на том количестве лицензий 1С предприятия 8, которое у вас стоит. То есть по количеству дополнительных лицензий для платформы 1С. Поскольку в программе можно вести многофирменный учет, создание дополнительных баз не допускается.
Наше лицензирование для данной программы это запрещает. В программе можно вести, повторяю еще раз, только многофирменный учет. Перед началом работы приобретенную программу необходимо зарегистрировать и получить регистрационный код. Это все делается через личный кабинет на сайте фирмы Камин. Без регистрации продукт можно использовать в ознакомительном режиме в течение 30 дней. Итак, при первом запуске запускается помощник первоначального заполнения данных, на котором можно легко и быстро заполнить все необходимые данные. И ценность данного помощника, во-первых, в том, что на любом его шаге можно прерваться, то есть закрыть программу, и при следующем запуске все данные, которые вы ввели, они будут восстановлены, и вы продолжите с того шага, на котором закончили. Вторая особенность – то, что после окончания работы помощника вполне реально получить полностью заполненную базу со всеми справочниками и документами. Чуть забегая вперед, скажу, что такой опыт уже был проведен. Одни из клиентов ввели учет студентов в программе «Расчет заработной платы для бюджетных учреждений» версии 3.5. Они сформировали универсальный отчет из этой программы, в несколько сеансов выгрузили данные в виде табличного документа, и потом эти данные буквально в течение минут 15 загрузили в данную программу. То есть, это я сейчас чуть-чуть продемонстрирую, как это выглядит. Итак, значит, по шагам заполняются все данные основные по учебному заведению, включая коды, расчетные счета, представителей, перечень факультетов и специальностей, а также стоимости обучения, если указано, что ведется учет платных образовательных услуг. Также перечень кафедр с их заведующими, перечень видов стипендий, которые выплачивает учреждение. Также дисциплины, по которым проводятся вступительные испытания, причем есть возможность задать, что на каких конкретно факультетах сдается та или иная дисциплина. И также указать, о каких событиях программа должна выводить напоминания. После того, как программа завершит первый этап заполнения данных, она предложит перейти ко второму этапу, на котором, собственно, и можно загрузить все остальные данные из табличных документов. Причем под словом «табличные документы» понимаются любые табличные документы, Excel, OpenOffice или непосредственно в формате 1С предприятия, то есть выгруженные отчеты, списки и так далее. Разные системы оценок, как в баллах, так и зачет-не зачет. Что касается балловой системы, есть возможность задавать шкалу. По умолчанию это 5-бальная система, но в любых других случаях пользователь может задать любую другую свою систему и задать словесное выражение той или иной границы оценок, которые будут выводиться во вкладыши в диплом или в академическую справку. Коротко о функционале. Это что касается кадровый учет, начинается с работы приемной комиссии, регистрация абитуриентов за любой произвольный выбранный период. Зеленым подсвечены уже принятые студенты. То есть можно зарегистрировать, на какое место учебы претендует студент, когда подана заявка, его данные, результаты ЕГЭ. Нужно проставить только баллы, все остальное программа заполнит сама. Помощник подбора абитуриентов. С помощью него можно легко и быстро подобрать учащихся для зачисления на платную и бесплатную основу. То есть программа выводит, автоматом определяет, какие абитуриенты наиболее подходят для зачисления, причем как на платную и бесплатную основу, и выстраивает их в порядке их важности. Так, дальше идет работа преподавателя, то есть список учебных дисциплин. Для каждой дисциплины можно задать преподавателей, которые ее ведут. Самый главный документ – это план работы преподавателя с быстрыми отборами по преподавателю. Причем программа может отслеживать дисциплины, которые ведет данный преподаватель, и, соответственно, автоматом заполнять дисциплины в планах. Причем не только в планах, но и в отчетах и любых других отборах, где требуется подбор дисциплин. Имеется возможность задать расписание зачетов и экзаменов, то есть в каком семестре какие зачеты и экзамены сдаются по каждому направлению подготовки. То есть сначала определяется само расписание, то есть на какое количество семестров рассчитано. Для каждого семестра задается список зачетов и экзаменов, которые учащиеся должны сдать. И дальше уже непосредственно журнал успеваемости учащихся. Тут можно регистрировать разные виды оценок, выполнять также быстрый отбор учащихся по группе, виду занятий, дисциплине и так далее.
выставлять оценки текущие. То есть, если что, чтобы не запутаться в датах, программа поможет определить, какие занятия были за последний месяц. И при необходимости подкорректировать оценки или прокомментировать. Также можно выставлять оценки за семестр для допуска к сессии, то есть зачеты, грубо говоря. Вот в таком вот виде. Расчетная часть, расчеты с учащимся по стипендии, то есть на бюджетной основе. Это установка самих сумм стипендий по градации базовая, повышенная, отличительная. Если градации нет, то задается только базовая с распечаткой приказа об установлении сумм стипендий. С возможностью, кстати, вывода логотипа учебного учреждения в приказах. Также можно выполнять назначение надбавок и удержаний с распечаткой приказов соответствующих. Можно назначать стипендии учащимся с распечаткой соответствующего приказа. Можно выполнять снятие стипендий, перерасчеты за предыдущие периоды, оказывать материальную помощь, производить расчет студентов за период. Расчет происходит полностью в автоматическом режиме. При этом программа на соответствующих закладках выводит конкретизацию сумм. То есть можно посмотреть, из чего сложилась та или иная сумма начисления удержания. Отсюда же можно сформировать расчетные листы, если таковые предусмотрены в учреждении. И также выплата. Выплату можно произвести как через кассу, так и через банк с возможностью выгрузки данных в электронном виде и распечатать нужные данные. Зачисление денег в банк, платежную ведомость или расходный кассовый ордер. С бесплатным обучением закончили, переходим к платному обучению. Тут все гораздо проще. Установка тарифов. То есть по каким направлениям подготовки, какова стоимость обучения. Причем количество тарифов задает сам пользователь, оно может быть произвольным. Подбирается учащийся, указывается сумма оплаты. Все остальные данные программа автоматом выведет вам сама. То есть сумма долга, пени, если предусмотрен подобный расчет, сколько дней просрочено и каков был срок оплаты. При необходимости можно развернуть данные, посмотреть подробно, за что конкретно учащийся должен платить, какая сумма начислена. И, наконец, отчеты. Контроль задолженности, то есть можно посмотреть список должников, настроить произвольно содержание. Также отчет по расчетам с учащимся. Аналог свода начисления удержания и выплат в бюджетной основе. Когда у нас были выплаты, тоже выводятся нужные суммы, включая суммы авансов, если студенты проплатили вперед. Также, если студент был отчислен по каким-то причинам, и при этом он проплатил вперед большую сумму, возможно сделать возврат аванса. Причем возврат можно также сделать, как и выплату стипендии, через кассу или перечислить на счета в банке. Если вопросы у вас появятся, вы можете задавать их, либо присылать на линию консультации, либо в партнерский отдел. Спасибо вам большое за внимание.